Он сейчас их погубит, этих детей. Вы не хотите, чтобы ваш брат взял девочек к себе обратно? Да, потому что он зэк-рецидивист. Он постоянно сидит, выходит, сидит. Дети-то вам зачем? Мы жили ради этого. А вы ради детей в тюрьму садились? Ты же никогда не шел на работу. Ты лежал, бухал, курил. Как погибла Олеся, дети жили постоянно с нами, с дедом. Ваш сын с 9-летнего возраста не просто убегал. Он воровал. А нам это не интересно было. Мы играли в Ваша куклы. мама пила? Пила. А последний раз меня они же и посадили. Вот. Ах, вас мама Они дали с сестрой показания. посадили? Да. Просто так? Вы все-таки прожили 2 года с этим молодым человеком. Да. Вас там будет по стране 100 штук. Это тоже ваш внук. Наши В смысле, только это вот не эти. ваш? Алина, Соня и Милана. За тем, что происходило в студию, наблюдала еще и сестра погибшей Олеси. Мамы девочек. Давайте ее позовем. Добрый день. Каждый раз, когда в этой студии заходит разговор про то, как люди делят детей, возникает вопрос, а делят они их из любви к детям или к деньгам? Ну да, особенно если деньги не маленькие. Татьяна Посохова из Ростовской области в отчаянии. По решению суда она обязана передать племянниц их родному отцу Виталию Левченко, рецидивисту, который провел более 10 лет за решеткой. Мы бы хотели бы их выучить, чтобы у них были нормальное образование, как и у всех детей. Не могу. Он сейчас их погубит, этих детей. И дети пойдут где-то по улицам шататься. Мама девочек погибла 8 лет назад. С тех пор София, Алина и Милана воспитывались тетей и бабушкой, а про отца старались даже не вспоминать. Но сам Виталий утверждает, что сполна расплатился за преступление, исправился и готов начать с чистого листа, если сестра и мать прекратят настраивать против него дочерей и органы опеки. Мне постоянно препятствия. Создаются даже эти органы опеки наши. Вот. Все время меня пытаются отговорить, там, да оставьте. Я не знаю, какие уже силы предпринимать. Но только одни вы мне поможете. Почему, несмотря на решение суда, дети до сих пор не живут с родным отцом? Кого на самом деле поддерживает опека? И чего хотят сами девочки? Сегодня в нашей студии Татьяна Посохова из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Рассказывайте, что случилось? Я хотела попросить вас помощи, чтобы вы мне помогли лишить родительских прав моего брата. Как он зэк-рецидивист. Он постоянно сидит, выходит, сидит, выходит. Дети 8 лет, они находятся то у бабушки под опекой, то у меня под опекой. Это его дети? Его. А сколько там детей? Трое его несовершеннолетних детей. Сейчас они проживают все со мной. Давно? Мы как их забрали с приюта с 19-го года, они все живут со мной в Ростове. Под опекой, официально. Да. Скажите мне, уже пожалуйста, вот вы пришли к нам для того, чтобы мы лишили вашего брата родительских прав. А почему вы, будучи официальным опекуном детей, не озаботились этой проблемой, зная, что он скоро выходит из тюрьмы и не ограничен и не лишен? Мы его лишали, ограничивали мы подавали на суд, ограничивали его в родительских правах. Но один суд ограничил, второй суд, он как за вот этих 3 года, которые дети у нас, он 2 раза сидел, получается. На тот момент он уже сидел. И суд оставил это все без изменений. Мы подали на 3-й А что без изменений? То есть первый суд вы выиграли, его ограничили в родительских правах. Он подал апелляцию? Да. И выиграл ее. То есть его восстановили в правах, да? Так, сняли эти ограничения. Да, мы подали потом в 3-ю инстанцию, чтобы его все-таки лишили прав родительских. Но в 3-й инстанции его
оставили также без изменений. А сколько было детям, когда был суд? Когда этот суд-то был вообще? Это был вот в этом году последней весной. У вас же нет постановления суда, чтобы дети жили с папой. Нету. А это был суд о лишении либо ограничении его родительских прав. Это две разные истории. И суд его оставил в правах. Он отец, но вы по-прежнему являетесь законным опекуном. Да. Нет, так не Он, может. вернувшись Нет, из тюрьмы. стоп, Как стоп. это нет? Так не может быть. Они могут быть временными опекунами, Вот. потому что мама умерла, я как понял, Да. да, а отец, он не лишен и не ограничен родительских прав. Тот факт, что он отбывает наказание в местах лишения свободы, это его не лишает и не ограничивает. Не Это лишает, он но уже они вышел. опекуны до сих Но пор они опекуны. официальные. Как только он Да. вышел, заявил о своих правах, он имеет полное право забрать обратно Вот детей. теперь давайте поговорим вот о чем. За 3 девочек государство, пока они были под вашей опекой, сколько денег вам платило? 30. Вот по 11 тысяч на каждого ребенка. Это опекунские, По да? 11 Опекунские, и... да. И мы, как приемная семья, мы получали тоже по 11. А пенсия? Ну, пенсию, я не знаю, мы не берем ее, она лежит. Какой в размер сколько? пенсии? Есть же сумма какая-то. Да, 11. На каждого ребенка, да. Да. И все эти деньги вы оставляете на На их счетах, да. книжках. Ну, Да. то есть за 3 детей вы получали, если не учитывать те деньги, которые вы оставляете на книжке специально, чтобы дети там получили пенсию потом, около 100 тысяч рублей. Да. Так есть за что бороться, конечно. Ну, мы То же есть их вы не умножим. хотите, чтобы ваш брат взял девочек к себе обратно в семью из-за денег или потому что не верите, что он справится с воспитанием 3 таких малышек? Да, мы не верим, что он справится с ними, потому что он ведет аморальный образ жизни. Когда он сидел, я брала опеку. И у них оставались деньги, он их все истратил, снял у них деньги. И куда он их дел? Никто Ни не детям, ни опеки он не отчитался, никуда он их никому, То есть пока у никто него не доступ- знает. А что И такое щас моральный точно- образ жизни? Ну, это он выпивает, он употреблял наркотики. А сколько раз ваш брат и за что, главное, сидел в тюрьме? Ну, он со спецшколы начал. Спецшкола, трудколония, тюрьма, зона. Вот он раз 14, наверное, не раз 14 сидел, но раз 14 он был судимый. Судимый 14 раз? Да. У него статья там за статьей. Он выходит А год-два, какие он на статьи-то? свободе. Ну, там мелкие. Опека сказала, из-за этих статей не может она его... Ну, а какие? Что это там? Ну, за что его сажать? кража там. Я даже не знаю. Я не могу вам даже сказать, если честно. Я с ним не очень хорошо дружу, и я в этих законах... Послушайте, все-таки вот это странно очень. Да? Вы с ним не дружите, как вы сказали. А он старший или младший? Он младший, ну потому что он не может жить, как мы, справедливо. Ему надо где-то кого-то обмануть, где-то кого-то облапошить. Он А не вы в может искренность жить. его намерений вообще не верите? Нет. Вдруг он решил исправиться? Ну, вдруг, я чисто теоретически говорю. Решил, что все, больше так жить не могу. Уже 14 судимостей, уже 10 лет в тюрьме провел. Вот хочу исправиться и нормально жить. Девчонок заберу, буду их воспитывать, возьмусь за голову. Не верите в такое? Нет, я Почему? не верю, потому что, чтобы он исправился, как бы ему нужны дети только ради денег. Он пришел и сказал, я их заберу ради того, что у них еще остался ихний участок на 3-го ребенка. Он их заберет, снимет у них деньги, которые у них остались, и купит себе что-то в ихнем городе, в Батайске. В его планах опять нету этих детей. Алименты он платил? Ну, алименты он платил на тот момент только 2 раза. 8 тысяч и 12. А у него задолженность есть по алиментам? 128 тысяч у него А была как же ему задолженность. при задолженности по алиментам суд оставил детей? Это очень странно. Он начал платить просто, и все. Но он работает? Ну, как его заставила опека работать, вот он полгода как работает. Где? Официально И- где-то? Да, он где-то работает официально, знаю, что в Батайске, но я не могу уточнить. А вы нам, до этого говорили он не что-то, вы работал. нам говорили что-то про то, что он уже промотал материнский капитал. Это как случилось? Ну, он уговорил родителей продать ихний двор, ихний дом и построить там новый. Но он этот дом не построил, он поставил только коробку и крышу.
Ну, там, То есть, на этого- подождите, он родители, то есть вашу маму и вашего папу, покойного, как Да, я понимаю, папу, да. он призвал совершить аферу, на самом деле. Да. То есть та земля, которая находилась у них, была продана им же в счет Да. родительского капитала. Да. Вы нам в сюжете подробно объяснили и рассказали все про этот дом. Давайте посмотрим. Вот это его дом, который он купил за материнский капитал. Забор, конечно, родители ставили. Он что, порубил топором. Это все он помял. Что тут все заросло. Вот, что он купил стекла. Вставлять на детские деньги. Он их все побил. Он не вставил ничего. И в доме, в котором жили родители, до какого состояния он их довел. Когда он дрался со своей женой второй, вот он двери эти выбил. Пластик он снял с ванной, поставил. Видите следы молотка, когда он 23 февраля тут все бил. На 24-е, когда им не окна, он тоже побил. Здесь был флигель родителей дом. Но как он это все завалил? Вот тут он устраивал пожар, смотрите, когда еще был отец живой. Подпаливал его заживо. Собрался дом строить детям, но ничего он построить не мог. Куда детям вертаться и где детям жить. Родителям даже негде жить. Вот это он собрался сам делать, но этого он не сделал. Он пролежал 2 месяца. Я ему давала свою бетономешалку. Говорю, хоть сделай стены здесь, чтобы не упал потолок. Вот да, на детские деньги мне интересно, куда он потратил материнский капитал, губернаторский, и поснимал с счетов детских деньги, куда он их дел. И также брал отец на стройку 100 тысяч, больше 100 тысяч, куда он эти все деньги дел. Он не довел дом до конца, и ничего он не сделал. Слушайте, ничего не сделал, алименты не платил толком, но суд все равно принимает решение в его пользу. Но вы же не остановились. Вы Нет. сейчас подали еще одну Да, жалобу, да? Да, мы подали опять на суд, чтобы его лишить родительских прав. Но я боюсь, что мы опять проиграем. У меня этот очень суд. важный вопрос к вам. Вот смотрите, он уже полгода как на свободе. Как часто он видится с девочками? Он должен же наладить с ними общение. Если он так хочет их вернуть, ну как-то должен к ним, наверное, почаще приходить. Вот как это происходит? Ну вот за 3 месяца он раз 7 был. Он никак не приходил. Ну, он приходит к ним, брал их 2 раза на речку там отдыхать, но он их брал там буквально на полдня. Подождите, ну, но если если он у человека приходит есть к вам такой- домой, вы пускаете его в дом? Ну, конечно, пускай. Но бывает так, что он и не заходит. Я хочу свое суждение вынести о том, какой он на самом деле. Поэтому давайте его позовем в студию. Здравствуйте. Вы моя последняя надежда. Вот. Я имею права на детей. Я их отец. Мама с сестрой меня достали. Вот. Давят на меня, на детей, на суды. И не удивлюсь даже, если дали взятку для того, чтобы получить хорошую характеристику. Вот. Они давно писали на эту программу. Ну, собственно, я тут... Виталий, у вас 3 детей. Да. От одной женщины. Да. Где эта женщина? Ну, погибла. Погибла как? В ДТП. В ДТП. А вы в это время были на свободе или сидели? На свободе я был, я ждал их на вокзале, они не доехали. Я просто хочу понять, дети-то вам зачем, если их не было в вашей жизни, в принципе? Ну, как мы жили ради этого. Ради Ну чего? как? Вы Ради лично детей. ради Всю жизнь чего жили? воспитывали. Ради детей. Всю жизнь А воспитывала вы ради бабушка детей и в тюрьму дедушка. садились? У меня к вам вопрос. Вы ради детей в Ну, тюрьму глупости, садились? по глупости. По Ну, какой глупости? Вспыльчивы очень. Сколько лет уже девочки живут с вашей мамой и с вашей сестрой? Сколько лет они живут? С 2020 года по сей день с Нет, с Татьяной. 2000. А нам сказали с 19-го. С
С 19-го мы забрали их с приюта, и с 19-го года они 20, живут с это был нами. 20. Вот теперь давайте еще раз. Ты Смотрите. же их отдал Есть- сам. был- а, 19, Подождите, да. тишина. Если вас не было в 3 года в жизни Софии или Алины, это треть их жизни. А уж не говорю про Милану. Треть их жизни, которую они провели где-то, как-то, выжив, будучи, нормально воспитанными, надеюсь, да, накормленными, по крайней мере, да, в школу ходят, все остальное. И тут появляется папа, который говорит: я живу ради детей, но в тюрьме. А вот сейчас я временно вышел из тюрьмы, и подайте мне моих детей сюда. Зачем? Что вы будете делать с 3 девочками? Также воспитывать, как и раньше. Ну, А как вы же, себя ну, воспитать хватит. не хотите для начала? Ну, я вот жил в такой атмосфере постоянно, каждый день. Ну, в И какой вот, ты атмосфере вот такой жил? вот, как сейчас. В какой? Какой? Постоянно Потому шумы, что тебе скандалы. говорили: иди Просто- на работу. Ты же никогда не шел на работу. Это тебя сейчас органы опеки заставили работать. А до этого же ты не работал. Ты лежал, бухал, курил. Тебе же было все равно. Разве тебе можно детей доверять? Ты сейчас опять сядешь в тюрьму, дети куда пойдут? Или придут твои зэки? Что будет с детьми дальше? С тобой опасно оставлять детей. 3 девочки. Можете нам, пожалуйста, перечислить все статьи, по которым вы ходили туда на зону? 158, 167, 318, 319, 111, 112. Ну, статьи на самом деле не тяжкие. А сколько вы в итоге за все статьи отбыли наказания? Да? Я не знаю, 10 лет где-то. 10 лет. Самое больше, А наверное, сколько по вам лет? 111, да? 38. Ну и, скорее всего, по совокупности постоянно, там, как рецидив добавляли, и поэтому именно реальное лишение свободы было даже по преступлениям небольшой и средней тяжести. Так, да? теперь вы вышли на свободу. Хотите жить спокойно, воспитывать девочек. Вы так Ну сказали. ты как вот ее учил, когда она была в 1 классе? В 1. Мама приходила с работы и говорит: почему Алина не в школе? Ты что сказал? У В смысле меня не в вещи не В смысле не- высохли. не- У не меня выдумывай, мы уроки не не выдумывай. сделали. В смысле не Было же сделаны? такое, было такое. Да было такое, то, что ну я- как, а дальше я что работал будет? дома, Ты ну- точно так же дальше их не будешь пускать в школу. Подождите, Скажешь, пусть она не подождите сидят одну дома. секунду. Сколько прошло с того момента, как вы освободились-то? Последний раз 25 марта пришел домой. А почему девочки не с вами до сих пор? Я заявил то, что хочу. Они меня органы опеки уговаривали. Там учебный год, пусть дети доучатся, оставьте Тане. И я начал предпринимать действия, устроился на работу, задолженность по алиментам оплатил. И в этот момент образуется что с органом опеки? Орган опеки направляет Таню к психологу с детьми. И дети делают, и выдают заключение, то, что опекуны хорошие, папа плохой. То, что произошло после решения суда, это Филькина грамота. Если это в рамках процесса апелляции, тогда это будет рассмотрено опять-таки судом и будет вынесено решение. Нет, это Но, принимают органы подождите самого- еще раз, чтобы вы понимали. Сейчас создается ситуация, при которой суд решил, что дети должны жить с вами, а дети по факту с вами не живут. Я задаю вопрос, почему? Органы опеки вынесли постановление, дали мне возможность наладить с детьми отношения, и пока не будет противоположного результата от психологов, то есть... А вы собираетесь? налаживаете отношения? Да, я наладил, и я прошел психологов. Почему они говорят, иногда не заходь домой? Потому что вот уже не сказали, что я украл телефон у дитя. Понимаете? А куда Они он ни делся? перед чем не А куда он останавливаются. делся? Вообще им... Телефон. Ты зашел в дом, Вот. и То есть вы детский боитесь, телефон вы пропал. Да, поэтому конечно, туда я не боюсь, что приходите. напишут заявление, потому что до этого они меня шантажировали, дай нам детей, Чем а то мы это скажем, что видели и слышали, как ты угрожал дядьке, вот, это видеосъемка есть. И просто в конечном счете я им отдал под опеку детей в 2019 году, написал, потому что... Ты ну, мелешь. Слушайте, а куда вы собираетесь прям детей жертвой прикинулся. Вот куда вы девчонок собираетесь Я забрать? работаю, Потому снимаю что мы видели, что вы даже дом, который на Дом, я не материнский хочу в этом капитал доме ничего. строили, не достроили. не Куда вы их дошло, да, мне не собираетесь дали там забирать? ничего доделать. Вы как-то же показывали органам опеки, что у вас есть возможность прямо сейчас девочек Да, я забрать. проживаю в город Батайск, авиагородок 36. А там вы что Это съемная Съемное квартира? жилье, да. Вы А ее давайте- снимаете? да. Давайте Давай- ее посмотрим. Давайте посмотрим, да. Эти условия, да, к сожалению. Здесь кухня находится, здесь вот один диван, здесь кровать, второе спальное место. Ну, такие вот наши домашние животные, крысы. Недавно купили, быстро растут. Еще комната. Ну, здесь как диван расположен, письменный столик.
шкаф. Я ребенок живет здесь. В будущем планирую там кровать поставить. Она есть, маленькая кроватка детская специальная. И будем жить совместно, девочки тут. Это наша спальня. Еще есть письменный столик один. Но мы его пока не ставим, потому что для уроков. Но так он имеется в наличии. Ну, если надо, что еще прикупим. Тут красили стены полностью. Все. Ну, ждал прихода детей, но опека там читаем. Не дает пока. Вы все время в видео говорите мы. Значит, вы живете, наверное, не один. Да, я с девушкой живу. Угу. И у нее ребенок. А вы сожительствуете? Сожительствуем, да. Девушке вашей сколько 30. лет? И она готова 3 девочек взять, воспитывать их, жить с ними, да? Да. А что она сюда не приехала? Она не... Ну, по моральным соображениям. Она сюда не приехала, но интервью дала. Давайте посмотрим, что она сказала. Вы с Виталием вместе уже сколько находитесь в отношениях? Сколько? С ноября. Какие у вас планы с Виталием? Там, вы планируете расписаться? Ну, расписываться я как бы еще об этом не думала. Я только недавно развелась. По поводу семьи Виталия, мамы, Татьяны, у вас с ними какие отношения? Я вообще с ними не общалась, как бы не собираюсь общаться. Вы как-то вставали на сторону Виталия, говорили, что это все-таки его дочери, он хочет с ними чаще видеться? Ну, в этой ситуации просто развернулась, ушла. Я не собираюсь лазить в эти разборки. Это не похоже, что она готова 3 девочек видеть у себя в вашей съемной 3-комнатной квартире. Слушайте, Если она... она вообще не звучит как женщина, которая готова вас поддерживать. С мамой-то у вас какие отношения? Ну, такие же. А почему такие же? Ну, слушайте, дети не в детдоме дожидались вас, когда вы очередной раз накосячили. Спасибо надо маме сказать. Дети жили дома, в тепле, в уюте и так далее. Спасибо маме не хотите сказать? Конечно, спасибо. Виталя, когда вот это вот кончится? 8 лет ты вообще детей не видел. Как погибла Олеся, дети жили постоянно с нами, с дедом. Ты не работал. Ты с дома уходил на работу. Ты даже булку хлеба не заработал. Не приносил домой ничего. Кормили мы с отцом тебя на пенсии. И ты вот сейчас сидишь. Спасибо нам, что дети такие у нас хорошие. Так он вам хотел сказать спасибо. Да, спасибо. Но это не тот человек, который должен заниматься воспитанием моих детей. Почему? Один должен ты заниматься. 8 лет ты их не видел вообще. С 1-ю 19-го родили, года. сел в тюрьму. 2-ю, 2-ю родили, сел в тюрьму. 3-ю милашка осталась 2-месячная. Но сколько прошло ей? 8-9 Подождите, а месяцев там было. двойня была? И опять сел, Подождите, да. а там двойня была? Да, двойня. И девочка Погибла, ну... Умерла. от чего? Скорая забрала Ну, с дома, не ну, скорая без забрала. причин. А домой отпустила скорая. Пришли домой, раздели ее, на кровать положили. Она мертвая. В каком возрасте? 1,5 месяца. Кошмар. Ну, смотрите, Вера Григорьевна, у меня же к вам тоже вопрос есть. Это же ваш сын. Мой сын, ну, упущенный. Он сдружился с другом. И вот постоянно убегал с дому, убегал и убегал. Вот мы бегаем ночью, ищем его. Он с огородов зайдет, пришел, глянули, что чашки стоят. Он поел и опять. Романтика была. Вот я сейчас вижу значительную разницу между тем, как вы относитесь к одному ребенку и к другому, даже когда вы ничего не говорили своей дочери. То есть вот он сидит посредине, и эмоциональная составляющая больше идет со стороны женщин, как сестры старшей, так и вас. И вот здесь у меня, конечно, возникнет резонный вопрос. Даже если ребенок убегает, то родитель несет ответственность за ребенка. И тогда ребенок чаще всего убегает в этом возрасте, если ему не хватает внимания, любви или что-то происходит в семье, да, между взрослыми, от чего ребенку хочется убежать. Тогда у меня вопрос, что такого происходило в вашей семье, что ваш сын с 9-летнего возраста не просто убегал, а попадал в такие ситуации и садился в тюрьму, или был он сначала в колонии?
Ну вот с другом сдружился, и вот он выглядывает в окно. Как только Эдик прошел, он может и голый выскочить, убежать. Нет, Вера Григорьевна, с Ну, я другом дружился. понимаю, Это но, перекладывание ответственности на такого же Я не несовершеннолетнего, даже еще не подростка. Я начал убегать из дома, это было мне уже 5 лет. Потому что дома постоянно происходили пьянки, Виталий, ну не постоянные ври. драки. Она меня постоянно хватала, мы спали по всем синякам, по всем сараям, Ну, это по не говорит дядькам. от того, И что поэтому надо я убегал было из дома убегать с дома. постоянно. Я же не убегала. Девочки не убегают, убегают мальчики, а девочки спасают маму. Поэтому вам было же, если вы получали, я так понимаю, физическое насилие со стороны супруга, то девочка всегда будет оставаться и спасать маму. А мальчик не может это выдержать. Он бегал, он воровал. А нам это не интересно было. Мы играли в Ваша куклы. мама пила? Пила. Белая, вашим белая отцом? горячка была у нее? У мамы белая горячка была? Нет. С вашим Была. отцом По этому пила? поводу ее поставили на учет. Что, подожди Я был секунду, маленький. Виталий, подожди. А как Виталий, часто она перестань. пила? Да не, Грязь перестань, какая грязь? Ну, я не знаю, я как бы на это внимание не обратила. Еще раз говорю, но это нельзя Ну, на это не часто, обратить может внимание. быть. Каждый день, раз в месяц, по праздникам, как? Каждый получкой. день, наверное. Каждый день. Понятно, все понятно. Давайте Потом вот белочка сейчас, появилась. Сейчас Мы- я уже начинаю Её беспокоиться. поставили на Реально. чё рот Подожди, закроет? Виталий. Мы идем домой, дядьки. Она стрелы летят. Хватает меня, и мы бегим. Она Ты закрывает мелешь двери. всякую Закрывает глупость. двери. Я вот с такими глазами. Ты вы за просто не- детей лучше Какие? поговори, а не вот Поставили эти. на учет. В каком году Так, вас Я, давайте- кстати, согласна с вами сейчас полностью в вашем В каком году замечании. поставили на учет? Вам 38 лет, вы вышли в эту Не студию. моя жизнь, а твоя. Все, что вы говорите в этой студии, вот до данной минуты, и так будет дальше. Вы говорите исключительно про себя. Вы сюда пришли биться за своих 3 детей. Вы про них не сказали ничего. Я хочу все-таки посмотреть, в каких условиях сейчас живут девочки и в каких условиях они жили все эти годы. Тут мы заходим в комнату девочек. Вот, у них тут в их комнате игрушки. Вот они здесь вышивают. Девчонки здесь, вот у нас коробка, они вяжут детские игрушки. Вот это их все настольные игры. На этой кровати спят Соня и Алина. Соня, она спит сверху, Алина спит снизу. Здесь спит Милана. Вот стол письменный Алинин. Вот этот письменный стол занимается им Милана. Это София. Все прекрасно. 4-5. Угу. Ну, а здесь уже плоховато. Соня твоя. Обещала исправить. Это Алина. Есть и хорошие, и плохие. Но тут она исправила уже оценку свою. Проходим в комнату до бабушки. Вот в комнате у нас Сонин стол. Она здесь занимается, делает уроки. Вот Сонин компьютер, ноутбук. Вон у Алины свой ноутбук. Она в нем играет и занимается компьютером. Как бы у девочек все есть. Они ни в чем не нуждаются. Посмотрели, как живут ваши девочки. Какие у вас претензии? Претензий нет никаких. Но это мои дети. Они должны жить со У мной. них все есть. А что ты Ну, им причем дашь? есть- причем Своих есть дашь? друзей потом У придут. меня нет друзей таких. А последний раз меня они же и посадили. Вот. Потому что ты мне Да. окна побил в доме. Пришлось посадить. А Потому вы- что, да, мы там Другой раз поругались он с мне дядей. дом спалит. Мы поругались с дядей. Ах, вас Они мама дали с сестрой показания. посадили. Да. Я хочу про детей, а вы про свои отношения. Давайте так. Нам пришлось побегать за органами опеки, как всегда. Но комментарии мы получили. Дети проживают с законными представителями. Отец всячески хочет забрать детей. У него положительные характеристики. Но не получается в данный момент считать, что отец должен лишиться родительских прав по отношению с детьми. А вот дети с отцом общаются? Общаются несколько раз. Но он мне говорит, что раз 5-6 виделся с детьми. Татьяна Владимировна говорит, что меньше. Это его право сколько раз общаться. Он может на все выходные с детьми общаться. Он не лишен, не ограничен. Все внешние факторы у него
сделаны. Он работает, у него есть жилищные условия, у него есть желание воспитывать детей. Ему нужно наладить взаимоотношения с детьми, со своей семьей. Они здесь вдвоем сидели, у них взаимное нетерпение. Пришлось их разводить. Вот Татьяну. Ну вот так, они сразу начинают ругаться. Родные брат и сестра. А суд исходит из фактов. Будут факты, будет ограничение или лишение. Суд, конечно, исходит из фактов, но факт, который мы здесь установили, следующий. Последние 8 лет дети тесно с отцом не общались. Что с ними делать, он не знает. Жилье у него съемное, работа у него временная. И это не факты для суда. Сколько у вас всего детей? 4. Так, у вас есть ребенок от первого брака. 3 от первого и от второго 1. Сколько лет этому ребенку? Святослав 2 годика. 2 годика. А вы с ним общаетесь? Конечно. А алименты платите? Ну, у нас... Нет, конечно. Нет. Он ни этим не платит, ни тому не платит. А как вашу бывшую супругу зовут? Которая Евгения. Евгения. Евгения Левченко приехала в эту студию. А вот зачем? Вот сейчас мы узнаем. Здравствуйте. Как родная мать может идти против сына, родного? Ну как ты все время ходишь, Жень? Ты же... Это его единственный шанс вернуться в нормальную жизнь. У тебя один у свекрухи, один ребенок живет у матери. У меня все дети живут со нет мной. уж. Почему То тогда есть любовь мужем один, к а не одним с матерью? определенным У тебя же детям? только один А к моему двое ребенку с тобой нету. живут. Это тоже ваш внук. Виталика сын. Внук. Ты привезла его? А вы его... А почему мы должны ходить и общаться? Наши только 3 детей. Это не наш. Вас там будет по стране 100 штук. Наши только вот эти. Алина, Соня и Милана. Нам не надо ваших детей. Наши вот. Нам не надо ваших. Он сейчас здесь нашпекает, там нашпекает. И что мне потом? С трамвая стыдно будет выйти? Все будут кричать: тетя, дай нам, помоги. Подождите, сколько у вас детей? 4 детей. А мужей сколько? 3. И все от разных? Да. И я буду доверять сейчас вашему экспертному мнению по поводу того, какой он отец, хороший или плохой? Простите, нет. Мне можете не доверять. Нет, я пришла не сюда буду. для чего? Для того, чтобы сказать. Что сказать? То, что я говорю. А что вы говорите? То, что Даже если ты под любовь кайфом. есть, она есть ко всем. Если здесь нету выгоды к внуку, Евгения, то, можно вам разумеется, вопрос? и он и не нужен. Послушайте. А если там есть выгода, Евгения, то они их любят. конкретный вопрос можно вам задать? конечно. Вот вы все-таки прожили 2 года с этим молодым человеком, да? Да. Вы считаете, что он в состоянии справиться с 3 детьми, при том, что у него есть подруга, а у этой подруги есть еще сын, и эта подруга ни знать не хочет, ни слышать не хочет про этих девочек. То есть вот он возьмет сейчас детей и справится со всеми 3. Я думаю, что если он так уже все изменился, то он это сделает. То у него все получится. За тем, что происходило в студию, наблюдала еще и сестра погибшей Олеси, Мамы девочек. Ольга Лукина. Давайте ее позовем. Вот скажи мне, пожалуйста, что ты им дашь? Что? Ну что ты дашь? А ты меня когда последний раз видела? Подожди. Ты когда меня последний раз видела? В смысле? Когда ты меня последний Ты раз скажешь, видела? что я тебя не знаю, я тебя Когда ты меня знаю, последний какой раз ты, видела? как Сколько ты лет назад? вел свой образ жизни, Когда ты ты им меня ничего последний раз хорошего не видела, дашь. Оля? Если бы не ты, я до сих пор виню. Сестра бы моя была бы жива, А я при чем? серьезно. Она к тебе в Ростов ехала, к тебе. Ну, ехали отметить годовщину кума. Отметить, погулять, да? Ну, и что? А потом детей на ком купить, на кастрюлю хлеба накрошить. Мам. Какой на ком? Деньги прогулять. Сколько лет назад мы виделись? А при чем здесь виделись? смысле, не при чем виделись? здесь? Я говорю, Виделись, я как ты себя вел? Я говорю за Ты тот хочешь момент, сказать, что ты когда исправился? моя сестра с тобой начала жить. Да, я тебя не видела, зато люди за тебя говорили. Я даже говорить знала, могу то, еще, что у что- тебя вторая жена появилась, Евгения, то, что ребенок родился. Люди говорят, понимаешь? Говорят, то, что ты ее избивал. Оль, как жила ваша сестра с ним? Не очень хорошо, я вам скажу.
Бил. Он ее бил. Она родила двойню, он ее шлангой отметелил, она с кровати не могла вставать. Ну, это чушь. В Подожди, смысле вы чушь? приехали, когда, В Оля, когда смысле ты приехала, чушь? как вообще началась жизнь всё станицы тебе у как тебя? на- Не, подожди, как началась жизнь станицы? Где ты спала? Вот ты Таня, приехала в станицу жить, Таня. где ты спала? Ты спала третий у нас в кровати, правильно? при чем здесь Потому что это? тебе Я- негде, при тебя чем здесь это? Я приютили, тебя рассказываю за то- приютили, сделали дом, ремонт, пустили вас туда жить. Правильно я услышала, что отдавать ему детей нельзя, по вашему Нет, мнению? нельзя. Почему? Потому что он ведет плохой образ жизни. Он пьет. А вы готовы к себе девочек забрать? Знаете, как бы я бы забрала бы, но у меня у самой 3 детей, как бы у самой жизнь Некуда. сладкая, некуда. Ну как да. ты забрала? А когда ты их последний раз видела? Ты этот вопрос знаешь, кому задай? Подойди к зеркалу и задай себе этот вопрос. А ты их как часто видел за всю их жизнь? Я хочу объяснить Виталию, и, надеюсь, меня поддержат профессионалы, почему дети, девочки, с ним не окажутся. Предположим, что они проиграют апелляцию. Предположим, что суд будет настаивать на том, что дети должны жить с папой. Физическая передача настолько взрослых детей – вещь невозможная. Вот приезжают приставы судебные, которые должны исполнить решение суда. Взять детей физически и переместить их в какую-то машину, чтобы отвезти к вам. Дети сопротивляются. Приставы поднимают руки сразу. И говорят, нет, мы тут вообще ни при чем. Мы не будем этого делать. И вы даже с законным решением суда на руках никогда детей не получите. Вам сейчас нужно попытаться, вот на самом деле попытаться договориться с ненавистной сестрой и мамой для того, чтобы у вас был повод и время общения с девочками. Потому что только время может эту ситуацию изменить. Они уже настолько взрослые, что, проходя психологическую экспертизу, их мнение учитывается в суде. А вот как они думают о вас, давайте посмотрим. Моя семья. Это Таня, это я, это Дима, это Витя, это Соня, это бабушка, это Алина, это Олеся. О себе я написала и сердечки. Все солнечно. Кого ты нарисовала? Себя, Соню, Милану, Таню, Диму, бабушку, Витю, Олесю. Тебе хорошо? Я хочу жить с Таней и с бабушкой. Потому что с Таней мы каждый раз куда-то ездим, а с папой ездили. Только там он хочет к нам, чтобы мы к нему шли, там, ходили. 3 или 2 раза папа нас забирал. Там маленький дом, там даже наши, где мы спать нету. Там только гостиная. Так, 2 комнаты и все. При вас были случаи, что папа влиял? Да. Он бил окна. Мы закрылись в комнате с бабушкой, Таней и Женей. С кем? И там сидели. Потом вызвали полицию и ждали их. Виталий, я за вами внимательно наблюдала, когда вы смотрите видео. Первое, второе. Удивительно, но у вас нет ни одной эмоциональной реакции на ваших детей. Ваши дети говорят, что папа зло. Я не хочу к папе. Ваши дети не рисуют вас на рисунках семьи. У вас не возникает ни одной эмоциональной реакции по этому поводу. Но реакция, которая у вас возникает, вы подавляете раздражение. Даже сейчас, пожимая руки, вы подавляете раздражение и злость. То есть эмоционально у вас реакции возникают. Но на детей нет никаких эмоциональных реакций. Ни сожаления, ни грусти, ничего-то такого, что, боже мой, какой ужас, меня ребенок называет злом. Вообще, и вот тут возникает вопрос. Вы понимаете, вам детей сейчас нельзя отдавать, потому что вы к ним элементарно не готовы. Никто вам не говорит, что вам нельзя вообще подходить к вашим детям пожизненно. Если вы имеете желание, это здорово. Налаживайте с ним контакт постепенно и разбирайтесь с собой. Если у вас есть цель, вы обязательно этого добьетесь. Но сейчас вы просто вот несохранны, не готовы к детям.
Я готов детям, просто вот находятся под влиянием, понимаете? Даже если У вас все находятся под чьим-то влиянием. Все должны что-то делать, но не вы. Вот вы послушайте, пожалуйста. Я вам говорю, вы не готовы. Вы сейчас руки зажимаете. Да я готов. Все сидят спокойно. Но вы их зажимаете, когда вам говорят ведущие, эксперты, что у вас проблемы с детьми. Вы говорите, я готов. Вам говорят все, нет, вы не готовы. Вы не знаете, что с ними делать. У вас нет ни одной эмоциональной реакции на ваших детей, которых вы рожали. Я не могу сказать, что мне очень нравятся твои сестра и мама, но так получилось, что девочки живут с ними. И это вот как раз тот самый случай, когда из двух зол надо выбрать меньшее. То есть они слепят из них подобие себя. Но ты-то вообще ничего слепить не можешь. Потому что ты сам еще мальчик вот такой, ты не вырос. Все твои годы в тюрьме – это минус, да еще умноженный на 2. Тебе сейчас 12 лет, какие тебе дети?